Глава разведки Украины во время войны награждает человека, который с экранов телевизоров навязывал идеи, по сути, сепаратизма. Здравствуйте! Сегодня будет видео из той категории, которую я не очень люблю делать. Это та категория видео, где я должен выполнять отчасти журналистскую работу. Но вы знаете, та новость, которую я узнал раньше, чем парочку СМИ буквально опубликовали, потом уже, я написал пост у себя в телеграм-канале, я был занят, я не мог сделать видео раньше. Значит, что случилось? Глава ГУР Украины, то есть глава украинской разведки, наградил грамотой благодарность, подяка сепаратисту, медиашлюхе с канала Медведчука. Есть такой персонаж Дмитрий Спивак. Этот чертила, значит, работал на каналах Медведчука, он годами там промывал мозги и клонировал вату. То есть вату вкладывал в уши, в голову нашим людям. Такие люди, вот я подчеркиваю, я хочу, чтобы вы это просто поняли. Я почему делаю такие видео, потому что это важно знать. И до конца понимать всю серьезность ситуации. Именно такие привели сюда войну. Потому что такие подбуривали людей. И зарплату таким людям и бабки им платили из денег, которые выделял Путин, Кремль на дезинформационную кампанию в Украине. И пророссийскую кампанию. Очень жаль, что когда случилась война, эти же поняли, что ответственность придется нести. И со всех YouTube-каналов медведчуковских снесли всю информацию, все видео. Я бы вам нашел очень смачные такие подборки, некоторые будут. Но почему, с одной стороны, ты настолько рьяно, негативно говоришь об аспектах влияния со стороны России по отношению к Украине, и делаешь вид, что ты вообще не замечаешь просто тотального, фундаментального, системного внешнего управления, которое сегодня осуществляет над нами Соединенные Штаты Америки. Более того, я могу тебе сейчас просто взять и перечислить фамилии. Этот Спивак, он просто каждый день ругал Запад, 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 Запад негодяй. Как всегда, подчеркну тот факт, что пользуясь полностью западной техникой, в западном костюме, в западной обуви, на западном автомобиле, но Запад хреновый, Россия того, забудьте про НАТО, но обо всем по порядку. Сейчас гораздо важнее остановиться на фигуре Буданова, потому что этот человек занимает одну из главных должностей в нашей стране в военное время. Но про Спивака мы отдельно еще поговорим, сегодня будет много информации. Досмотрите видео до конца, и кто не подписан, обязательно сейчас подпишитесь и поставьте колокольчик, это очень важно. Многие, когда я высказал свою точку зрения про Буданова, меня не поняли. Мол, что ты уже его критикуешь? А я даже не знал, кто такой Буданов на тот момент, когда журналисты сделали расследование про Гагилашвили. Я сейчас напомню, кто это. Я думал, это какой-то взрослый человек. Когда я увидел его лицо, у меня закрались кое-какие сомнения. Потом я послушал во время войны уже его интервью, там рассказывали, что это гиперразведчик мирового масштаба. Я послушал интервью, я понял, что у них есть такое негласное соревнование с Арестовичем. Они просто хотят попасть в СМИ на первую полосу, сделать громкие заголовки. Теории заговора, конспирологические теории, вот это то, что рассказывал Буданов. Последний его перл это спрогнозировал, что война закончится то зимой, то весной, то уже летом, там мне зрители пишут. Возвращаясь к Буданову, значит, было расследование, когда некто Гагилашвили нахамил ребята на блокпостах, я так понимаю, сотрудникам МВД. Узнал меня или нет? Нет. Очень хуй начальство не узнаешь, блядь. Заместитель министра внутренних дел. Так тебе без понятно? проблем, я же Что проверяю без проблем? ВИН-коды. Так что ты проверяешь, что ты прыгаешь на капот? Чего я Придурок, прыгаю на блядь. капот? Ты что, блядь, что ли, блядь? Что тут тупой? Чего вы так общаетесь? Что вообще я не понял, что с тобой, блядь? Тебя припудрило? Сам он занимал в МВД должность у Авакова очень серьезную. Курировал какой-то антинаркоцентр, где лечили людей, которые в наркотической зависимости пребывают. Но по слухам, как всегда, вы знаете, меня периодически ребята с документами встречают, это была структура, которая занималась нереальным криминалом. Этот Гагилашвили делил дом, не знаю как сейчас, делил дом на тот момент с Будановым, который они арендовали у человека, который по информации прессы один из топ-обнальщиков в Украине. Вы представляете, глава разведки с этим Гагилашвили. Но это Гагилашвили рожа, там по ней все понятно, кто это такой. Там пресса поднимала его работу и связи в России с российскими депутатами Госдумы, в частности с боксером Валуевым.
Все это пресса поднимала. Жена этого Гагилашвили работала в 95-м квартале. Это секретарша Зеленского. И неоднократно поднималась свидетелями этих разговоров вопрос о том, что эта жена слушала те разговоры, будучи просто секретарем, секретаршей, которые слушать ни в коем случае нельзя было. Фактически она была допущена к гостайне. Все так вот переплетается, но эту информацию вы должны знать, потому что телемарафон и никто другой, я вынужден вам это рассказывать, хотя не хочу. Вы должны знать, что происходит до конца. И когда все вокруг вас рассказывают, у нас общество выбирает какую-то фигуру, а потом, ой, а как тебе тот, ой, ну такой. И уже люди так слушают, думают, блин, ну все хвалят, я же не могу пройти против течения. Ну не каждый на это способен. И начинают его тоже хвалить. Вот вам Буданов во всей красе. Глава разведки Украины во время войны награждает человека, который с экранов телевизоров на десятки миллионов украинцев навязывал идеи, по сути, сепаратизма, антизападные идеи, антиамериканские идеи. Вы представляете, эта сволочь на полном серьезе сидела, рассказывала о том, что американские спецслужбы построили в Украине биолаборатории. Послушайте, вот прямая речь. Может быть, мы уже наконец ответим гражданам Украины, а на каких условиях здесь размещаются 16 биолабораторий, финансируемых не Министерством здравоохранения Украины. Наташ, финансируемых не Министерством здравоохранения даже Соединенных Штатов Америки. Ну, насчет биолаборатории, вот я не знаю, вы их видели когда-нибудь? Я знаю, где одна из них Например, находится. где? В Одесском регионе. Потому что то это есть все она там очень точно есть, засекречено. да? И никто не отвечает. Кроме того, что американское посольство в прошлом году, в 2020-м, сказало «да». Кроме того, что наше Министерство здравоохранения подтвердило косвенный факт, что на основе меморандума и договора между Министерством здравоохранения Украины и оборонным ведомством Соединенных Штатов Америки, значит, и при финансировании определенных американских структур, чего-то они тут разрабатывают. Значит, смотрите, Наташ, китайский МИД задает вопрос американцам. Мы с вами задаем вопрос нашему государству. Скажите, пожалуйста, мы что, не заслуживаем с вами получить четкий, ясный, вразумительный ответ? Господа американцы, вы что-то здесь разрабатываете? А чего здесь? Вам воздух здесь нравится? Так и нам он нравится. Мы же хотим хорошим воздухом дышать. А чего вы не разрабатываете в Лос-Анджелесе? Значит, не совсем все здесь... Наташ, значит, не совсем здесь все так, как нас пытаются увести от этой темы. Ну а самое главное, если это финансирует не Министерство здравоохранения, а спецслужбы и оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки, знаете, меня, так сказать, терзают смутные сомнения. Знаете, когда вот эти слухи, фейк-ньюс, это дерьмо прошло про эти биолаборатории тогда, я просто поражался, какие надо иметь ватные мозги, чтобы даже мысль допустить в свою голову, что это возможно. Этот человек это говорил на полном серьезе, находясь на зарплате у Медведчука. Эти все люди, тот учился, есть целая сетка, сейчас я об этом расскажу. Тот учился в России, в таком вузе, где очень много агентов спецслужб. Понимаете, их таки выдергивают, за одно место цепляют, и потом они приезжают в Украину, вроде как на родину, этот спивак с Одессы сам, и рассказывают вот такие вот гадости. Могут перекрашиваться, главное бабло. Но это даже не медиа-эскорт, это медиа-проституция, потому что это делалось топорно, грязно. И я повторяю, у меня вызывают крайнюю агрессию люди, которые проповедовали антизападную риторику в Украине. Идем дальше. Значит, этот спивак имел несколько разговоров с Дмитрием Гордоном. Слава богу, эти записи, в отличие от медведчуковских его эфиров, сохранены. Вот, коротко послушайте, что он там вещал. Ведет не менее, а может быть и более, вообще по миру. Они Не только в отняли отношении- у нас что-то американцы? Сейчас расскажу. Им не нужно у нас отнимать Крым, потому что он там, да, для них не представляет никакой ценности. Они полностью поработили наши недры, наши ресурсы, наше политическое руководство, коррумпированное до последнего волоска. Американцами? Да, конечно. Американцами? Конечно. Они нас поработили как территорию. Их интересует Украина для двух аспектов, даже для трех. Первое. Их интересует территория, недра, ресурсы. Второе. Украина их интересует как база постоянно тлеющего конфликта с Россией.
И в этом случае Америка имеет возможности там санкции, не санкции и так далее, и так далее. То есть это идет геополитическая драка по миру. И Украина, к моему великому сожалению, становится просто разменной монетой. Ага, Сирия, Украина, здесь. Но самое главное, он хвалил кого? Внимание, Игоря Петровича Смешко. Сейчас буду говорить неприятные вещи. Да, я не знаю, что говорит социология. Сейчас это ты мне скажешь, какое место сегодня занимает Смешко. Но то, что этот человек со своим багажом, умением принимать решения, он единственный, кто, ну, со своим образованием. Он Человеческими качествами. Да, он единственный, кто входит в евроатлантическую группу лидеров по безопасности. Серьезнейшая организация, да, выводы которой ложатся на стол первым лицам мира, да, самым большим игрокам, там, президенту США, там, России, Германии, Франции и так далее, и так далее. То есть человек может говорить, знает глубоко внешнюю политику о Украине как воздух. Сегодня нужно становиться субъектом международной политики, а не объектом. Да. Да? Мы уже поругались со всеми соседями, дело же не только в России. Мы поругались с Польшей, с Израилем, ну катастрофа, да? Ну нет внешней политики. Да? И поэтому хотелось бы, чтобы такие люди были задействованы в механизмах государственного устройства. И вот ты, спасибо, подсказал, и в механизмах принятия решения. Не готова Украина, не готова. Нам нужен Олег Валерьевич, нам нужны виллы, нам нужны вот, да, вот. Я вижу вот партия «Сила и честь» Игоря Смешка. Да, значит, действительно вижу вот этот тандем, может быть, Зеленский президент, Смешко премьер-министр Украины. Вижу эту политическую силу в качестве возможного фундамента, да, вот вокруг которого можно строить коалицию. Вижу этого человека, его профессиональные качества, его опыт. Немного у нас людей в Украине, поверьте, кто сегодня способен взять на себя ответственность, да, за всю экономику, за все правительство, за борьбу с коррупцией, за здравоохранение и так далее, и так далее. Но нужен опытный, жесткий человек со своими правилами и так далее. Поэтому я бы вот видел вот такую конфигурацию. Кстати, меня сегодня кто-то спросил, а вот, мол, даже так, шутя спросили, а почему не Гриценко, а Смешко? Вроде же, да, офицеры и так далее. Но я тоже шутя ответил, что полковник Гриценко много лет уже со своей политической силой в парламенте, во власти, министром обороны был и так далее. Может быть, надо как-то и уйти на заслуженный хотя бы политический отдых. Это первое. А второе, Гриценко все-таки полковник, а Смешко генерал. И первый атташе он в общем, вот давайте так, чтобы я сейчас не занимался агитацией, я вот обрисовал свое видение, свою конфигурацию будущего парламента. Страна очень в сложной экономической ситуации. Очень сложная экономическая ситуация. А теперь давайте покопаемся глубже. Вы можете даже на бумажке выписать себе всех фигур, кто тогда и сейчас аккуратненько нахваливали Смешко. Начал эту тему Гордон. Подхватил целый ряд лидеров общественных мнений, как у нас любят называть, хотя я ненавижу этот термин, некоторые там из шоу-бизнеса, люди из политики. И еще раз внимание, кто тогда подхватил эту идею со Смешко? Ну, на голову просто не налазит, мне лично. Не знаю, как вам, напишите в комментариях. Илья Кива. Могу ли я, как журналист, как гость программы, обратиться к Илье Киве и спросить, за кого он будет голосовать? Могу? Это не противоречит закону? Нет, вы здесь не журналист. Я обращаюсь к Илье Киве и хочу спросить. Понятно, что он будет голосовать за себя, но я вопрос задам. А если бы не за себя, за кого бы он проголосовал? Дмитрий. Пані Олена, кнопка у вас є, я на вас розраховую, до речі. На самом деле не... У мене кнопки нема. Не бой, Василий, на самом деле не бойтесь. Я... Та-да-да-дам. Да-да-да-дам, да. Я буду соблюдать правила. Возьми. Ребят, ну, конечно, как кандидат в президенты я должен был сказать о том, что, конечно, я буду голосовать за себя. Но я же честный человек, правильно? Честный офицер. И я считаю, что на сегодняшний день есть более достойный человек, у которого больше опыта, именно больше опыта, жизненного опыта, у которого бы мне еще стоило поучиться. И я говорю сейчас очень искренне. И... То ви не за себе будете голосувати, Ілля? Я буду голосовать за Смешко.
Оце поворот в ефірі Ну, каналу это «Ньюзван». мое право. Вот кого награждает Буданов. Человека, который гнал одну риторику с Киевой. Друзья, это в голове у вас может укладываться на 10-м месяце войны, глядя на все происходящее, на блэкаут, на десятки тысяч смертей, что происходит в нашей с вами стране? Помните, в начале войны Гордон рассказывал, Игорь Петрович Смешко, на секретнейшем, важнейшем задании в Вашингтоне он выйдет, он вот расскажет. А мне сказали, что он сидит по закрытому делу, к которому сейчас нет доступа ни у кого в СИЗО, по делу о государственной измене ведется расследование. Вот 10-й месяц войны. Дмитрий Ильич, где ваш Смешко? Он 9 месяцев выполняет сверхсекретное задание в Вашингтоне? Так я сейчас возьму билет с Майами, полечу в Вашингтон искать вашего Смешко. Где он там? Покажите, пожалуйста. Может, он беременный, это Смешко, что его 9 месяцев нету? Хочет получить Нобелевскую премию? Вот так, друзья, вас наебывают. Раз за разом, раз за разом. И когда мне в комментариях пишут люди на полном серьезе, что они за Смешко, а ты вообще как, а ты вообще как смеешь? В такие моменты постигает на пару минут разочарование, потому что взрослые люди вообще не имеют никакого критического мышления и вообще не способны анализировать информацию, которая вот уже на блюдечке вам подается. Давайте я вам зачитаю, даже не буду биографию этого співака зачитывать, я зачитаю просто его политическую биографию, очень коротко. Освіта вища, закінчив Одеський національний політехнічний університет та Московську школу менеджменту, внимание. З 2007 року був головою громадського політичного об'єднання «Справедлива Одеса». У 2008 году заявляв, що керівництво України намагається переписати історію та стерти факти спільної історії між Україною і РФ. Внимание, це дуже важливо. 2012 год балотувався від партії Наталії Королевської «Україна вперед», не був обраний. Депутат Одеської міської ради 4-го скликання від партії «Яблуко» та 6-го скликання від «Батьківщини». У 2014 році балотувався від блоку Петра Порошенка «Солідарність». Був членом партії, до ради не прийшов. У 2019 році був оголошеним кандидатом «Слуги народу», однак згодом повідомив, що не балотуватиметься. Того ж року коментував на каналі «Ньюзван» відбір на Євробачення. Під час своєї промови заявив, що в Україні насаджують націоналізм, Європу ми цікавимо лише як сировинний придаток, а питання про Крим в ефірі конкурсу неприпустиме. Возвращаемся к главному смыслу этого видео. Как Буданов может награждать такого человека? Что происходит в нашем государстве? Понимаете, есть даже в такие времена, мне так кажется, что всегда есть какое-то дно. Но проходит неделя, 2-3, ты переключаешься на что-то другое, ты хочешь дать вам какой-то конструктив, и я вынужден это вот обсуждать. Потому что нашу страну, герои даже нашего времени, которых нарисовала пресса, в голову вам вложила этих фейковых героев, они вытворяют такие вещи. Этого спивака, СБУ и другие спецслужбы, та же ГУР, которая заправляет Буданов, должна была уже его хлопнуть давным-давно, еще до войны, но хотя бы в начале войны. А этот продолжает рассказывать дальше свои сказки. Этот Дмитрий Спивак за 10 дней до войны говорил уверенно, с ухмылкой, с насмешкой, что войны не будет. За 10 дней до вторжения Дмитрий Спивак в интервью изданию «Гордон» утверждал, что большой войны с Россией не будет. И настаивал, что Украина должна стать нейтральным государством, отказавшись от евроинтеграции и вступления в НАТО. А ну-ка расскажите мне, это не Путина с Лавровым песней, Соловьева и Скобеевой? Прямая цитата. «Хватит биться головой о закрытые двери НАТО. Нас там не будет и нам туда не нужно. Войны не будет, а вот разваленная вдребезги экономика Украины вполне. Коллективный Запад своей военной истерией и точными датами наступления, в кавычках, планомерно уничтожает нашу экономику в тандеме с тотальной коррупцией власти», говорилось в интервью от 14 февраля 2022 года. Но думаете, это все? Нет, слушайте дальше. Уже после вторжения Дмитрий Спивак утверждал, что президента РФ Владимира Путина якобы подтолкнули к развязыванию большой войны против Украины. Они его переиграли, информационно переиграли, системно подталкивая к этому безумному решению. Украина выстоит, и широкомасштабного вторжения с оккупацией городов не будет. Политически на сегодня Запад выиграл, а Путин проиграл. Вот кому вручает грамоту ваш герой, многих из вас, Буданов. Подведем итоги. Решайте, кого вам слушать, кому вам верить, кто на самом деле герой нашего времени, тяжелого нынешнего времени, в котором мы живем. Что творится с нашей страной даже во время войны, если такие люди получают грамоты, подяки от главы украинской разведки. После этого, пожалуйста, я вас прошу, не обвиняйте Трампа, до того же Байдена не трогайте, хотя вы знаете, я против демократов, я за республиканцев.
Не трогайте Европу, никого не надо трогать, ни от кого ничего ждать, Израиль, а вот те не дали, а те не дали, а те не хотят. Да вы думаете, что ЦРУ это все не видит? Вот будет там доклад, скажут, вот глава разведки дал грамоту человеку, который информационную войну пропагандой занимался. Ведь вот это словосочетание «коллективный Запад» это же сугубо терминология, которая придумана в ФСБ. Этими фразами разбрасываются все пропагандисты российские и особенно Лавров с Путиным. И Спивак вот это все говорил, и он награжден этой грамотой. Кто нам поможет? Кто нам что после этого должен? Мы должны. Если нам дорого Украина, мы должны. Мы должны сброситься деньгами, свалить нахрен все это дерьмо после войны, и управлять должны люди, которые теперь знают цену независимости. Надо признать, что сейчас я это четко понимаю, Украина не состоялась как самостоятельное государство. Это все так, как хотел Путин, все так и произошло, благодаря широко внедренной агентуре сюда, благодаря тому, что одни ничтожества выбирались сюда во власть 30 лет. Почему? Потому что людей легко купить советскими обещаниями, гречкой, фейковыми обещаниями. Об этом мы поговорим в одном из следующих видео на стриме. Там кое-какую подборку мне сбросили, все обсудим. Вот такое на сегодняшний день я вам должен рассказывать, вместо того, чтобы про какой-то конструктив, про будущее, про концепцию, концептуальное видео делать, вам что-то очень серьезное рассказывать. Я должен делать то, что должны делать нормальные журналисты. Но это вообще будет отдельной темой, потому что сегодня во втором чтении в Верховной Раде принят закон о медиа. Это закон, по которому, например, мой канал можно вот так в Украине заблокировать, и будете только по VPN меня смотреть, кто захочет. Вот такое может происходить. И это специально принято, чтобы это сделать. И поверьте мне же передают информацию. Они так и сделают. Это только для этого принимается. Вот такая свобода слова, вот такая демократия, вот такой Украина оплот демократии на данный момент. А мы продолжаем клянчить все у Запада, у Запада, у Запада. Нет, надо сделать страну своими руками, такую, как нам надо, для людей, не для чиновников, не для вот этой мрази. Вот так. А они, Спивак продолжает с Максом Назаровым, с таким же сепаром тусоваться, которого СБУ вызывала на допрос. Ну как ты мог, ну как ты это, отпустили, он дальше всех пропагандонов собирает по очереди, все это курсирует. Понимаете, этот лысый вам про Смешко продолжает рассказывать на важном задании в Вашингтоне. Но у них миллионы подписчиков, понимаете? Вот херней надо кормить народ. И плывешь против течения, делаешь какие-то исторически значимые вещи, там, на мой взгляд, и, видите, ничего не происходит. Но все равно надеюсь на свою аудиторию, которая стремительно растет. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал, подписывайте друзей, ставьте колокольчик. Поверьте, даже мои хейтеры скоро станут сторонниками. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. На этой неделе будет очень много интересного. Не знаю, уже ночью записываю, не знаю, где время для этого найти. Спасибо. Пока.